Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и заглядывайте обязательно в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам из разных стран, разных городов, мастера-мастерицы, отдельный вам привет, слова благодарности за ваши комментарии, за ваши отзывы, очень-очень приятно. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали не раз, да, у нас узорчики есть с такими ниточками, с такой палитрой. Кто не знает еще, новички, да, смотрите, называются ниточки Alize Angora Gold. Я показываю ниточки, из которых я вяжу, да, а вы можете использовать любую пряжу, какая у вас есть, не обязательно брать такой же. Итак, смотрим, что у меня за пряжа такая сегодня. В 100 граммах 550 метров, то есть ниточка, ну, относительно тоненькая. Далее смотрим, получается по составу 80% акрил, 20% шерсть. Почему акцент делаю на этом? Потому что на разные пряжи, на разных ниточках узор может смотреться по-разному. Угу. Далее, нам здесь советуют брать крючок от 2 до 4. Я возьму вот такой вот светлый крючок для контраста. 3. Я вязала 3. Меня, в принципе, все устраивает. Вы подбираете под свою плотность вязания. Точно так же берете любую пряжу, смотрите аннотацию, какую советует вам здесь номер крючка. Угу. Так, идем дальше. Цвет, пока не забыла. Цвет 462. В принципе, цвет на камеру передается такой, какой он есть. Ну, может быть, более голубей, наверное. Он не такой сильно голубой. И нам здесь советуют, что данная пряжа хороша в чем? В шалях, в палантинах, в накидках, но не ограничивайте себя, повторюсь, да, что используйте пряжу и в кофточках, и в кардиганах, то есть пробуйте, никто вас не ограничивает вашей фантазией. Итак, схемку узорчика сегодня я прилагаю, она очень хорошего качества, узорчик очень легкий, то есть справится любой. Если что, наблюдайте за руками, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Так, смотрите, новички, кто еще не работал с данной ниточкой? Видите, ниточка какая? Чуть-чуть, конечно, ворсиночки есть, но новичкам они часто мешают. Поэтому крючок сильно маленький не берите, берите средних размеров, это раз. И второе, заранее просчитывайте количество петелек, количество столбиков. Почему? Потому что если ошибетесь за счет вот этих вот ворсиночек, да, запутается узорчик и распутать будет сложно. Возможно, но сложно. Итак, посмотрели, да, по сегодняшнему узорчику. Раппорт получается узорчика 10 петелек. В силу того, что крючок тоненький, ниточка тоненькая, я хочу набрать 4 раппорта, да, и дополнительно одну петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я буду набирать 41 воздушную петельку, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот такой будет у меня образец. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем 5-ю петельку от крючка внимательно. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Это будет у нас столбик с накидом. Накид. Точно так же ныряем в следующую петельку и провязываем столбик с накидом. И так далее провязываем до конца ряда. Советую сделать данный ряд именно новичкам, потому что поначалу можете запутаться в цепочке из воздушных петель, когда будете провязывать узорчик. А опытные мастера могут провязывать данный ряд, могут не провязывать, на ваше усмотрение. Итак, вы должны будете провязать ровно столько количества столбиков, какого вы набрали количество петелек. Если я набрала 41 петельку, у меня должен получиться 41 столбик с накидом. Не забываем, что первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Считаем как столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Понятно? Все, до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Несложно. Давайте. Так, смотрите. Вот наш ряд вспомогательный готов. Теперь можем приступать непосредственно к самому узорчику. Воздушная петелька, поворот. И сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Смотрите, пропускаем 4 столбика. Видите,
по столбикам проще пропускать, чем по петелькам. Раз, два, три, четыре. И в пятый столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Раз, столбик с накидом, два. Далее воздушная петелька. Сюда же опять ныряем и провязываем столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И опять сюда же нырнули, провязали еще 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. То есть у нас как бы сформировался, ну, вот такой вот веерочек. Видите? Опять пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый ныряем, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. В пятый ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Все. То есть мы одинаково начали. Столбик без накида, 2 воздушные петельки, веерочек, 2 воздушные петельки, столбик без накида. Дальше повторение. 2 воздушные петельки. 4 столбика пропускаем. Раз, два, три, 4. В пятый провязываем точно такой же веерочек. Веерочек состоит 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее воздушная петелька. 1 столбик с накидом. Сюда же. Воздушная петелька. Сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. Опять пропустили 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый нырнули, провязали столбик без накида. Вот. Несложно? Несложно. Вот такой ряд у вас должен получаться. Угу. Все. Столбик, веерочек, столбик, веерочек. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите внимательно. Делаем накид. Помните, мы в веерочке делали 2 столбика, да? Раз столбик, 2 столбик. Так вот, мы сейчас за первый столбик беремся, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид. За второй столбик беремся, за верхушку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки вместе провязываем. Оп. Понятно? Далее воздушная петелька. Смотрите дальше. У нас получается вот центральный получается столбик 1, да? У нас была воздушная петелька и столбик. Вот в этот центральный столбик провязываем точно такой же веерочек, который мы вязали. То есть смотрите, 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее 1 воздушная петелька. Сюда же опять нырнули 1 столбик с накидом. 1 воздушная петелька. И сюда еще 2 столбика с накидом. Раз, два. Поняли, да? То есть над веерочком точно такой же веерочек стоит. Далее смотрите, воздушная петелька. И у нас от предыдущего веерочка, предыдущего ряда, да, остались 2 столбика. Мы их точно так же провязываем с одной верхушкой. Половинка первого, половинка второго, 3 петельки на крючке вместе. Оп, понятно? Вот. Вот таким образом, получается, мы провязали наш нижний веерочек. Красота. Идем дальше. Накид. И теперь мы должны будем провязать вот этот вот наш столбик, но не просто его провязать, а захватить сзади наперед, вот таким вот образом. И вытягиваем ниточку и провязываем, получается, вначале 1 петельку, потом 2, 2. Почему? Потому что нам необходимо будет удлинить наш столбик, и столбик данный мы провязали как рельефный лицевой столбик с накидом. А дальше повторение. То есть вот наш веерочек. Первые 2 столбика провязываем с одной верхушкой. Раз, два. И 3 петельки вместе. 1 воздушная петелька. Далее у нас идет центральный наш столбик. Мы в него провязываем веерочек. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 1 столбик с накидом, воздушная петелька и опять сюда же 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Угу. Угу. Далее получается 1 воздушная петелька и получается последние оставшиеся вот эти вот 2 столбика предыдущего нашего веерочка мы провязываем вместе. Раз, 2 и 3 петельки. Оп, все, готово. Далее, получается, опять идет наш обычный столбик без накида, и мы из него делаем рельефный столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Угу.
Все, давайте, несложно. Так вот до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши очередные веерочки готовы, да? Смотрите, что мы делаем дальше. 3 петельки подъема, опять, раз, два, три, поворот, и смотрите внимательно, то есть получается у нас опять точно такой же веерочек, да? Мы будем провязывать, как в предыдущем ряду, то есть здесь пока без изменений. Первые 2 столбика мы провязываем вместе с одной верхушкой, так, воздушная петелька. И в центральный столбик провязываем опять такой же веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же еще один столбик с накидом, да, центральный. Воздушная петелька и оставшиеся 2 столбика с накидом. Раз, два. То есть здесь ничего сложного. Воздушная петелька. И опять провязываем последние 2 столбика веерочка предыдущего ряда вместе с одной верхушкой. Все, это вы уже знаете, это вы уже умеете. Угу. Вот. Дальше какая будет особенность? У нас здесь с вами был рельефный столбик. И в том ряду мы вязали как рельефный лицевой. Мы должны сохранить рельефность, поэтому в данном ряду рельеф будет у нас изнаночный. Понятно? То есть столбик у нас захватывается вот таким вот образом. То есть у нас будет столбик за крючком. Понятно? А далее все то же самое. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Все. Понятно? Все. То есть этим как бы в принципе будут отличаться ряды. А так, смотрите, узорчик состоит из одного ряда. Вот они, веерочки. Единственное, что в одном ряду столбики лицевые, в другом изнаночные. Угу. Давайте еще раз покажу вам. Получается, вот мы переключаемся на следующий веерочек. Раз, два. Провязали вместе. Воздушная петелька. В центральный столбик делаем веерочек. Раз, два, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом, воздушная петелька, сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, далее воздушная петелька и заканчиваем наш веерочек, 2 столбика с накидом с одной верхушкой. Все, то есть это без изменений, каждый ряд такой вот у вас будет интересный веерочек. А следующий получается столбик, повторим еще раз, накид, захватываем вот так спереди назад столбик, столбик получается за крючком, вытягиваем ниточку, 1 петелька, 2, 2, все, 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 вот. И получается, когда вы перевернете на лицевую сторону, да, вот он наш рельефный лицевой столбик. Вот, если внимательно посмотреть, видите? Вот так вот он выпуклый такой становится. Все. В этом единственная особенность. А дальше вы провязываете все точно так же. То есть из ряда в ряд все точно так же. Меняйте только рельефные столбики. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Давайте увеличим наш образец и посмотрим, что в итоге получится. Какой будет интересный, красивый ажурчик. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот наши вот такие вот листики получаются. И смотрите, я провязала буквально 2 ряда столбиками с накидом, да. А дальше я делала все-таки столбики с накидом, провязывала их 1 петелька, 2, 2. Поняли? И точно так же, где я соединяла, получается, лепесточек, точно так же провязывала сначала 1 петельку, 2, потом у второго столбика 1, 2, потом вместе провязывала. То есть я захотела, чтобы столбики были немножко удлиненные. Ну и логично, что рельефные столбики, получается, я провязывала столбиками с 2 накидами. Понятно? Вот. То есть красота у нас будет, получается, односторонняя, потому что с этой стороны, видите, рельефных столбиков нету. С этой стороны они вот рельефные. Но если вы захотите сделать, вы можете сделать и обычные столбики, да? Опять же, пока вязала, просто помню, что-то мне спрашивали, ажурные узорчики, не сильно дырявчатые, да? Смотрите, что придумала. Вы можете здесь сделать не 1 столбик, да? Вы можете здесь сделать 3 столбика. Вот этот вот верхушечка данных 2 столбиков. Беретесь за нее, так? Не провязывайте не до конца. Затем за центральный столбик провязывайте не до конца. И за верхушечку провязывайте не до конца. И у вас получается потом вместе 3 столбика провязали с одной верхушкой, так? И у вас дырочки не будет. Поняли? Надеюсь, поняли. Вот такая красота. Давайте замерим. Итак, допустим,
Это же количество петелек, это же пряжа, это же плотность вязания, этот же крючок. Да, мы с вами набирали 40, ну я набирала 41 воздушную петельку. Это получается, ну вот 19 сантиметров точно с хвостиком. А тут получается у нас каждый веерочек это один ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И наборный ряд это 9. Давайте за самую верхнюю, так скажем, точку. Ну, практически 13. Вот. Конечно, за счет того, что есть воздушные петельки, узорчик будет тянуться. Вот так он тянется. И вот так вот тянется. Красота, красота. Ажурчик, ажурчик, вашу копилочку. Для контраста, да, можно, например, что-то темненькое под низ, да? А может быть светленькое. То есть на любителя. Смотрите, это может быть летний топик, это может быть маечка. Это может быть шарфик, это может быть снудик. То есть в зависимости от пряжи. Берете пряжу, такое изделие у вас получается. Красота. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. А также сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.